я ошибся насчет биткоина и крипты. Ладно, слушайте, сразу перейду к делу в этом ролике. Это видео будет коротким. Но не обманывайтесь тем, что оно короткое. Данный ролик чрезвычайно важен, поэтому обязательно досмотрите его до конца. Гарантирую, вы не хотите его пропускать. Привет, ребята, это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор признается, что ошибся насчет биткоина и крипты. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы смотреть больше подобных видео. Итак, примерно год назад, чуть ранее или чуть позже, я снял серию видеороликов о цене биткоина. Я предсказал несколько максимумов и минимумов, спрогнозировал укороченный бычий рынок. Этот бычий рынок. Под спрогнозировал я имею в виду, сказал, что у нас будет шанс на короткий бычий рынок. 50 на 50. Это не гарантированно. Но я учитывал несколько факторов. В этом видео я хотел бы обновить свое мнение по этому поводу и рассказать вам, что вижу сейчас. Склоняюсь ли я к короткому или нормальному бычьему рынку? Тогда я сказал, что шансы 50 на 50 и не стал делать прогноз. Я просто сказал, что есть шанс на короткий бычий рынок и нужно выстраивать стратегию с учетом этого. Вы, возможно, спросите: Пол, но если ты не прогнозировал, а просто сказал, что есть вероятность этого, то почему ты написал на обложке и в заголовке ролика, что был неправ? А очень просто. Я не смог придумать лучшего названия для этого видео. Не стесняйтесь и напишите в комментариях, как бы вы назвали этот ролик, если вы считаете, что у вас есть лучшее название. Но это не относится к делу. Суть в том, что я сделал несколько верных прогнозов, и я сказал про возможность укороченного бычьего рынка. Некоторые прогнозы были о том, что во время мероприятия Nvidia биткоин достигнет вершины, а затем последует откат. И если этого будет недостаточно, то случится еще один откат, еще одна вершина в районе халвинга биткоина. Мы точно предсказали все это, потому что во время ивента Nvidia действительно был откат примерно на 18,5-20%. Я сказал, что этого недостаточно. Потом был еще один откат после роста на фоне халвинга биткоина. И мы даже заключили сделку. Мы заключили сделку в моей приватной группе. Ссылка в описании ниже. Она называется VIP Factor. Затем мы вернулись к росту. Несмотря на то, что мы зафиксировали прибыль, мы предсказали большой откат. Мы назвали цену 60 тысяч, а цена опустилась в районе 50 тысяч. За день до того, как это произошло, я прогнозировал, что цена упадет до 49 тысяч долларов, а потом вернется к росту. И так и случилось. Это был идеальный прогноз. Это было прекрасно. Вам следовало бы это увидеть. Если бы вы увидели, вы получили бы огромную прибыль. Если вы еще не подписаны на этот канал, то я не понимаю, чем вы здесь занимаетесь. Вам следует подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о роликах. Итак, мы сделали эти правильные прогнозы. Мы верно предсказали это и многое другое. Но что же насчет тезиса о коротком бычьем рынке? Будет ли у нас укороченный бычий рынок? И если да, то как нам действовать? Какова наша стратегия на этот случай? Перед тем, как я отвечу, напомню, что это видео спонсируется Margex, поэтому ее логотип и размещен вверху. Что такое Margex и почему они спонсируют данный ролик? Дайте мне 60 секунд, всего 60 секунд. А потом я вернусь к вам и расскажу о биткоине и его предполагаемой вершине, о стратегии, которая поможет вам получить прибыль и избежать полного краха, как большинство людей. Сегодняшнее видео спонсируется компанией Margex. В настоящее время компания забирает долю рынка у других бирж. Margex позволяет вам торговать со 100-кратным кредитным плечом. И не только это. Фактически вы получаете приветственный бонус $50 и еще $50 за депозит от $100. Затем вы можете использовать промокод CF20, чтобы получить бонус 20% за эти депозиты. Самое крутое в бирже Margex — это очень простая платформа. Вы не запутаетесь, как на других биржах. Кроме того, у них есть возможность копи-трейдинга, чем я и занимаюсь.
Так что обязательно воспользуйтесь моей ссылкой в описании, потому что копитрейдинг может быть... Возможно, вы сможете копитрейдить за криптофактор. О, и есть вишенка на торте. Это биржа без KYC и VPN. Вы сумеете легко зарегистрироваться, пополнить счет и начать торговать без дополнительных проверок. Так что посмотрите Margex, ссылка находится в описании. Расскажите мне, что вы об этом думаете? Итак, давайте продолжим. Итак, в том видеоролике я говорил об укороченном бычьем рынке. Я сказал, что вершина биткоина, вероятно, наступит в конце 2024 начале 2025 года, в первом квартале 2025 года. Хотя это может быть вершиной биткоина, это не значит, что конец бычьего рынка. Это означает, что биткоин достигнет максимума и, вероятно, будет двигаться боком. Возможно, пойдет вниз или вверх, пока альткоины делают свое дело, а вы получаете огромную прибыль. Но вы должны помнить об этом и разрабатывать стратегию на этот случай. Но вы также должны понимать, что я также предсказал быстрый рост до рекордных значений. И мы действительно быстрее побили рекорд за все время. Вершина биткоина была достигнута задолго до халвинга. И это было изучено, это было одним из факторов моего тезиса. Еще одним фактором были приближающиеся выборы и крах экономики, но они не дадут чему-либо случиться до выборов. Мы рассмотрели различные другие факторы. А знаете, я оставлю ссылку здесь, а также в конце видео и в описании. Там все объясняется более подробно. И если вы еще не видели этот ролик, то, возможно, вы захотите посмотреть его в дальнейшем. Но прямо сейчас я вижу, что ситуация стабилизируется. Уже какое-то время мы движемся стабильно. Мы не продолжили наращивать скорость, которую я ожидал, предвидел, на которую рассчитывал в рамках этого тезиса. Так что же это значит? О чем я говорю? Я хочу сказать, что склонялся к более короткому бычьему рынку. 52-55% в пользу короткого бычьего рынка. Прямо сейчас я вернулся к 50 на 50. Я знаю, что многие из вас не настолько умны, и они смотрят ролик и такие: «О, да, 50 на 50». Все 50 на 50. Нет, не все. Я хочу сказать, что вам нужно разработать стратегию, учитывать все возможные варианты, чтобы вы могли разработать стратегию и получить прибыль. Так о чем я здесь говорю? А вот о чем. Я начну фиксировать прибыль в конце 2024, в декабре, в начале 2025 года. И вот почему. Даже если у нас не будет короткого бычьего рынка, я ожидаю массового падения после того, как мы преодолеем исторический максимум. Мы вновь опустимся вниз, и это будет отличная возможность для покупки. Мы посмотрим на графики. Мы собираемся выяснить, будет ли возможность для покупки тогда или примерно в то же время. Тогда у нас будет больше информации. Но прямо сейчас то, что вы хотите сделать, зафиксировать прибыль в конце 2024, в начале 2025 года. Когда я говорю об этом, я не имею в виду выход со всех рынков. Я не имею в виду всю прибыль. Я говорю только о части прибыли. Так вы сможете закупиться на падении, если графики покажут, что цена снова поднимется и продолжит расти. Или вы обезопасите себя, если цена не поднимется. Мы посмотрим на это и на сопротивление, когда придет время. Еще я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующее. Наступит ли то, о чем я сейчас скажу, рано или поздно? Цены, на которых следует фиксировать прибыль, таковы: 82-84 тысячи. Короче, я фиксирую прибыль на уровне 82-84 тысяч. Особенно, если это произойдет немного раньше или в указанное время. Тогда я буду фиксировать прибыль. Еще одна отметка — 92 тысячи, поскольку я ожидаю снижения до 100 тысяч. Но вы хотите фиксировать прибыль пораньше, чтобы перестраховаться на случай, если у всех будет та же идея. Вы хотите взглянуть на психологические показатели, на разные уровни. Но вам лучше выйти немного раньше, если в этом есть смысл. Цена обычно оказывается выше или ниже того уровня, на который рассчитываете вы и большинство людей. Понятно? Я нонконформист. И считаю, что в эти времена, опять же, даже если у нас не будет короткого бычьего рынка, я действительно думаю, что пришло время фиксировать прибыль, и вы должны фиксировать прибыль. Еще раз повторю, убедитесь, что вы смотрите этот канал, подпишитесь на него и нажмите на колокольчик, потому что я буду публиковать видео с дополнительной информацией.
А если вы уже смотрите этот канал, то знаете, что обычно у меня есть документ, куда я все записываю и подробно объясняю. Но сейчас я просто хочу показать вам это видео, чтобы вы могли посмотреть и ожидать, чтобы вы знали мои взгляды и могли следовать им, если в этом есть смысл. Если вы хотите больше узнать о моей теории о том, почему и как может случиться более короткий бычий рынок в этом цикле, обязательно посмотрите вот этот ролик прямо здесь. А если вы хотите узнать 5 альфа-советов, о которых никто не говорит, то обязательно включите вот этот ролик. Я гарантирую, никто больше не дает таких советов. Даже призываю вас найти кого-нибудь еще, дающего такие же советы. Напишите про них в комментариях, и я отдам вам должное. Но посмотрите этот ролик. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.